Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Волка Джека, будем дальше поднимать ему рейтинг. Почему? Потому что я на него забил достаточно надолго, и мы сегодня будем играть в сложных боях, да. Спустя, не знаю сколько, полгода, если не год, я возвращаюсь в сложные бои. Почему? Потому что он все-таки баланс меняет, возможно, будет эффективно сейчас играть в сложных боях, поэтому мы отправимся это сейчас делать. Ну и плюс Волк Джек, нужно докачать ему рейтинг, а рейтинг самое лучше качается где? Правильно, в сложных боях. Поэтому... идем, ну, я имею в виду, когда соло-бои. Что-то я понял. Понял, принял. Лута как много, да? Какой интересный геймплей. Как интересно играть в эту игру. Лучше бы отправился в командные бои. Ну, там с инструментами чел играет. Так, где он тут? Выходи. Убежал, убежал. Испугался, убежал. Видимо, это Джейд была. Просто легендарный дробовик, ребят. Понимаете, да? Ко мне прибежал легендарный дробовик. А у меня нету легендарного. Так, ну сейчас давайте бьем этого красавца. Так, минус красавец. Жалко, вот волка активный навык все-таки не хилит или что-нибудь какой-нибудь прям очень жестко не дает. Было бы приятно, если бы давал. Опять живой не слышно вообще. Почему, я не знаю. У меня максимальные настройки на все. Так, Хамелёша сейчас будем отталкивать, чтобы не думал, что он тут это, царь зверей. Конечно, копье он притянул, но легендарный дробовик он не притянул. Пока что. Опять же, вот видите, активный навык сколько действует при фулл раскачке, да? Жестко на самом деле. Залутаем бочку, надеюсь, я успею, пока Хамелёш не залутал легендарный дробовик. Ага, все нормально. Окей, давайте активный навык. Он не ломает бочку. А это классно на самом деле. Очень классно, потому что можно прятаться таким образом. Конечно, всем понятно, что это волк. Ну да ладно. Итак, ждем противников. Опять же, нельзя дать легендарный дробовик в какие-то руки. Опять же, у меня плюс-минус неплохой дроп есть. Плюс 2 аптечки. Смысл убегать я не вижу. Поставим даже здесь капканчик. Это, я думаю, если что, сыграет очень хорошо. В мою пользу. Так, ну для того, чтобы сейчас мне что-то адекватное сделать, мне нужно сейчас закинуться. Ага, отлично. Понимаете, вот они были... Задолбал. И все из этого черепаха. То есть, если черепаха отдал легендарный дробовик Никсу. Теперь мне будет эта проблема, потому что он будет меня душить. Скорее всего. Вот, видите эту меткость? Вот, как бы, ребятки, вот это волк, как бы, 12 уровня. Такое унылое просто. Слов нету. Он вообще ничего не может, вот серьезно. Вообще ничего не могет, этот волк. А, то есть Джейд стояла за аптечкой и взяла ее. Как же логично, да? Он реально ничего не могет. Вот тащу за счет чисто уровня. По-другому мне тащить на этом волке не получится никаким образом. Ну, почти лутает он. Очередный гений. Фламинго с инструментами. Как? Норм? Идея. Ну, я не нажал аптечку. Как бы. О, смотрите, гений. Просто. Кофе, инструменты. Фламинго, 11 уровень. У меня просто фейс-спаун. В общем, отправляюсь в командные бои, потому что... Ну, сложные бои, как видите, просто душнина, да? Опять же, это волк, он... Ну, вот... Почему нельзя было сделать нормальных персонажей? Почему? Почему нужно было делать вот это вот? Вот это вот, второй Тони просто. Второй Тони, вот слов нету. Активный навык бесполезный на самом деле. Эффективность его нулевая практически. Я, кстати, могу переместить свою команду. Нет, не успел. Ай, ладно. То есть, активный навык бесполезный, пассивка бесполезная. Оно как бы есть, знаете. Оно как бы где-то там что-то делает, но... Это там 1% из миллиона процентов. Вот примерно так и работает пассивка. Ее вообще незаметно. Что она есть, что ее нету. Тебя как шотали 8 уровней 12 волка, так и шотают. То есть, вообще приколы. Ай, ну, такой волк, ребятки. Что поделать. Вот, добавляется он в группу Тони, Панда и Волк. Теперь это друзья по несчастьям, да. Раньше черепах мне казался в этой группе достаточно таким нормальным. Но черепах казался имбой за счет первобытного инстинкта. И теперь он прям люто тащит. Поэтому такие вот дела. А волк... Ну, волк вот. Бафчик накинул и все. Это все, что ты можешь. Когда никто вас не атакует, можно бафчики накинуть. Так, там аптечка выпадает, отлично. Давайте залутаемся.
Бафчики накинем и побежали. Не знаю зачем, но вот он бы вроде полезен, но использовать его не получается, поэтому такой себе баф на самом деле. Давайте накинем баф пожестче, чтобы дольше повисел. Навоем, и можно пойти драться. Так, ну что, отправляемся? Отправляемся. А вот и противнички. Сейчас мы их развалим. Да, развалил. Чекайте. Проверяйте. Всех развалил. Просто царь разваливания противников. И опять Ник с легендарным дробовиком меня унижает. Как неожиданно. Ага. Сама неожиданность, да, ребят? Прям вообще. Моя команда, которая ничего не делает, тоже прекрасно смотрится. Я, который что-то пытаюсь сделать, но ничего не получается. Никс, который убежал куда-то туда, чтобы я его не смог догнать. Как же это прекрасно. Да, 10 из 10 побед. Вот сразу видно, какой у меня уровень на волке. На что он способен. Тут даже не обсуждается. Так, ну, пытаемся что-то делать. Моя команда прекрасно умирает. Я прекрасно ничего сделать не могу, потому что, ну, это волк, это имба. Очевидно, да? Очевидно, что имба. Имба, которую мы заслужили. Вот это волк, ребята. Одним словом. Каким-то чудом я выживаю против бобра. Да, только чудес у меня немного, поэтому пришел здесь еще один бобер. Ну и все. Вот такие вот дела, ребят. Вот такой вот волк. Вот такой вот баланс, который разрабы обуз убрали. Да, убрали. Он 14 уровень на 1000. Ой, на сколько 1000? На 800 рейтинга, там 900. Обуз убрали, да. Прекрасно. Просто слов нет. Да. Ну, что я могу сказать, ребят? Бедный волк. Несчастье его настигло. Разрабы его не любят, очевидно. Вот, сделали вторую Джейд, было бы норм. Хотя бы Джейд, да? Хотя бы. Ну зачем? Можно же сделать бесполезного волка. У него ж ничего нет. Ну, вот реально, ну почему нельзя сделать было вторую Джейд просто? И назвать ее волком. Джеком, да? Было бы топ, я считаю. Но нет, зачем? Лучше сделать бесполезного персонажа. Сто красивенького. Да, красивенький бесполезный персонаж. Хотя волк это сила, мощь. Должен быть жестким, все дела. Но нет, у нас Бак умер, пока мы тут лутались. Ну да, ему же очень хотелось умереть. Бак же для этого и предназначен. Для того, чтобы умирать. Конечно же. Для чего он еще нужен, я не понимаю. Это же баг. Повезло, что у меня здесь есть ботинок сейчас, и он мне помогает очень сильно. Я именно для этого волку его и брал, потому что, ну, без этого волк, ну, был бы тем, чем вы его видели в прошлом бою и позапрошлом бою. Унылым куском шерсти. Да, если вкратце красиво говорить, без ничего такого. Ну, что поделать, ребят. Выживаем как могем. Возможно, сандали Сато стоит на него поставить и какие-нибудь зубы вампира, и вот с этим вот играть, а не играть с этими гранатками, как я пытаюсь. Но опять же, я стараюсь это делать, потому что, ну, дальность хоть как-то там на среднюю дистанцию подамажить можно, понимаете? Потому что луком на среднюю дистанцию тяжело подамажить. Ну, все-таки ближний, да. То есть лук ближний, только вот гранатка, вот что-то можно в дальнюю дистанцию сделать. И то не все. Ладненько, наша команда как-то держится. У нас есть шансы маленькие, но есть на победку. Сейчас я навою, возможно, это поможет нам в замесе. Змея, конечно, не хочет получать бонус воя. Во, получил, отлично. Так, ну что, можно врываться. Правда, непонятно в кого и непонятно зачем. Так, ладно, погнали назад. Погнали назад, там не в кого врываться. Там зона идет. Ой, сейчас они на краю зоны поумирают. Вот я чувствую. Вот капец как чувствую. Так, врубим вой еще раз, на всякий случай. Ну, о, видите? Как бы 10 из 10. Ни одной ошибки. Ни одной ошибки в этой игре не совершил, да. Предсказание будущего на 100%. Обращайтесь, ребят. Так, нужно держаться. Ну, я же говорил. Я же говорил, предсказание будущего. Ой, как не лагает. Ой, как не лагает. Ой, какая игра прекрасная. О, видите, вот лук на волке. Вот он, ребят. Возможно, кстати, ну вот почему у него два Брюса в команде? Почему у этого волка такая команда? По мне такая. Мне каким-то чудом повезло, я как-то выжил.
как-то дамажим. Каким-то чудом, на самом деле, дамажим. Но мне повезло, потому что не в зоне стоят. Мы за счет этого выживаем. Я сейчас захиляюсь, возьму 2 аптечки. И арморчик возьмем. Все, красавчики, красавчики. Кенгуру там что-то лутает, еще не знаю, зачем ему что-то лутать. Мы каким-то чудом победили в этом бою. Вот реально, без чудес на волке побеждать очень сложно. Так, надо убить быстрее противника, пока... Ой. Как наш кенгуру не умер. Блин, тут еще один, ё-моё. Просто наш кенгуру... А, умер все-таки, да? Вот. Жалко кенгуру. Он с нами там бегал, дамажил, кидал что-то. Обидно, обидно. Ну что поделать, такие вот реалии. Такой вот волк. Давайте закончим на волке эту прекрасную... Не знаю, что это назвать. Не знаю просто, как назвать. Давайте еще один бой сыграем, в общем. Нужно будет думать по поводу волка. Возможно, будем его менять по атрибутам очень сильно. Посмотрим. Надо что-то с ним сделать, потому что, ну, такая играбельность на волке, это просто бесполезно. Скорее всего, придется брать анализ того, скорее всего, придется брать ботинок. И, наверное, придется рисковать и брать либо укол адреналина, либо зубы вампира. Смотря, что лучше подойдет. Прибежали к нам. Вторым будем драться. Отлично. Лутаемся. Погнали. Так, бахаем я активным навыком. Они что, хотят драться? Серьезно? Плохо. Я тут не затащу их всех. Я, конечно... Ну, у них 13-й Брюс. 13-й Брюс, понимаю. Надо идти, короче, к нашим хамелеонам. Кенгуру у нас упал. Не вижу смысла его спасать. Наша основная цель сейчас залутаться копьем и забрать вот ботов. Все, лутаемся. Я надеюсь, у нас получится. Я бафну немножко, ребят. Так. Все, у нас все хорошо. Теперь можно, в принципе, драться. Достаточно неплохо. Сейчас я всех набафаю. Усилением до конца, наверное, чтобы на фулочку прям было. Вот у меня первобытный инстинкт. Он должен увеличивать стаки. Я вообще разницы не вижу. Что был стандартный волк, что с этим первобытным инстинктом, никакой разницы. Вот настолько он бесполезный, понимаете? Вот настолько. Это печально. Капец как печально. Я еще понимаю, если бы этот вой, он как бы, ну, в движении делался. Еще можно было бы хоть оценить это. Оценить это как бонус, но все равно. Вот это вот, просто стоишь 10 секунд, бафаешь беспонтовым бафом, который по итогу ничего не дает. Нет, вообще он на самом деле дает. Он очень жестко дает, но из-за того, что он такой вот неприятный, неудобный, из-за того, что его так фигово активировать, он очень бесполезно смотрится. Волк это, получается, персонаж какой-нибудь дальней дистанции, поддержка, я бы сказал. Понимаете, поддержка. Она волк поддержка, саппорт. Саппорт. Это настолько смешно, что слов нет. Конечно, у нас в игре нету понятия саппортов, да, но само по себе оно подразумевает некоторые там помогательные движения, да. Так, ну... Что там, Яра убила, да? Все, молодец. Так, ну здесь мы более-менее разменялись по фрагам, да? Осталось залутать. Не знаю, кому там нужна аптечка. О, видали, сколько хп отхилил? Жестко. Сейчас ребята все равно будут бежать через меня, я их забафаю. Там же скорость дается и усиление урона, поэтому будут бежать чуть быстрее. Вот такие дела. Ладненько, у нас есть стенка, бочка и против нас отряд из 5 противников. В идеале мне, конечно, сейчас активировать навык и бафнуть всех хорошенько. Пока никто не видит, они только видят меня сейчас. То есть больше они никого не видят, и вот за счет сейчас усиления урона мы должны затащить, по идее. По идее. Ну, конечно, я промахиваюсь. Видали, какой у них сквад? Фулл 13 уровень, ребята. Как вам? Баланс? Фулл 13 уровней. 5 13 уровней. Офигеть, у меня просто нет слов. 5 13 уровней на рейтинге 900. Но мне кажется, это боты были. Нет, не, это не боты были. Либо там часть была ботов, либо не боты. Ну, как минимум, по действиям было очень странно. Потому что действовали не как боты. То есть, хотя боты тоже бы не резали. Ну, в общем, непонятные ребята. Ну, как видите, баланс у нас в игре прекрасный. До сих пор и остался, поэтому наслаждайтесь, ребятки. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.